темнота, неизвестность, эти летучие мыши, пространство вне времени. Я это сделаю, я пойду в свой страх. Спускаешься вниз в темноту. Я приветствую каждого, кто сейчас смотрит это видео. Я хочу поделиться своей историей, своим мистическим опытом, который у меня произошел в Тулуме. Когда я искала экскурсию, куда сходить и что посмотреть, я даже не думала, что я попаду в такое место, в такое пространство, где я смогу найти свою правду, где я смогу найти ответы на свои вопросы. Это было очень лично, это было очень глубоко, и это было очень приватно. Там не было других людей, там была только я и проводник. Поэтому это было очень глубоко, очень по-настоящему. И на целом пространстве не было никого. Понимаете? И от этого все тебе помогало раскрыть себя. Хочу начать с того, что нас встретила прекрасная девушка, которая стала нашим проводником к этому мистическому процессу. Все это происходило на их собственном семейном ранчо, можете себе представить. То есть туда могут попасть только определенные лица, но не все. То есть очень приватное место. Сеноты, которые находятся под землей и над землей. И я даже не знала, что меня ждет, когда я спускалась вниз в полную темноту и неизвестность, в место кишащим летучими мышами, где я их не видела так близко, но я их слышала, как они щебечут, как они машут крыльями, как они летают. Это было очень сильно, это было очень непередаваемо. То, что вот такие вот опасности, темнота, неизвестность, эти летучие мыши, непонятные рыбки, которые плавают. Иногда ты даже не видишь дна, там чернота просто, понимаете? И это все дает себе определенную практику, что ты идешь в свой страх. Это можно привести под любую ситуацию. Допустим, ты хочешь попросить повышение или попросить зарплату, то есть ты идешь в свой страх, и ты, как обычно, не говоришь: ай, ничего хорошего из этого не получится, ты идешь и спрашиваешь. Получается, ты идешь в свой страх. Я хочу поделиться своими инсайтами, своими рассуждениями, что было после, что было, как это было, что это было. Я такого не испытывала никогда и нигде, и ни с кем. Я искренне вам рекомендую, кто будет в Тулуме, обязательно пройти эту церемонию в пещере. Все, что нам нужно было, нам нужен был фонарь и очки. Если ты хочешь нырять, то ты можешь это делать с очками, смотреть, что там под глубинами тебя ожидает. Но я не очень люблю нырять, и мне страшно, честно признаюсь. Поэтому я их не использовала. Получается, ты спускаешься, идешь по этим острым камушкам, и твой ум говорит тебе: нет, нет, это так неудобно, нужно вернуться, нужна определенная обувь, ну как так? И ты потом понимаешь, а люди жили раньше вот так. Они жили в своей правде, они ходили босиком по земле. Они были очень близки к земле, они принимали ее, они знали, как земля одаривает, как земля щедро делится всеми благами. И ты идешь, спускаешься вниз в темноту, начинаешь видеть воду с помощью фонарика.
В любой темноте, в которой бы ты ни оказался, у тебя есть свой внутренний фонарик, с которым ты можешь осветить эту дорогу. Ты сможешь зажечь свой собственный фонарь, который у тебя есть внутри. Сможешь осветить свой путь и найти то, что ищешь. Так вот, первым для меня испытанием было то, что нужно будет погружаться в воду. Вода была не теплая. Я очень боюсь холодной воды, и мне это все очень неприятно. Я вообще не люблю плавать, но я сказала себе, я это сделаю, я пойду в свой страх, потому что у меня есть страх воды. Я устала бояться. Я хочу это изменить. Я приняла решение. Я это сделаю. Так вот, когда я уже была на обрыве, и нужно было принять решение, либо ты плывешь, либо ты уходишь назад, мой ум начал мне шептать: возвращайся. Тебе это не очень комфортно, нужно возвратиться. Ты наденешь удобную обувь, ты накроешься пледом, все будет хорошо. Я сказала себе: нет, я так не хочу. Я устала так жить. Я больше так не буду. Через какое-то время я собралась силами и нырнула в глубины, в темноту, в пещеру, где ни звука практически, полная темнота. Я это сделала. Мы останавливались где-то, разговаривали, делились мыслями, изучали строение Синод, насколько это древнее сооружение, природное. В конце нашей прогулки мы сели на большие камни, и наш проводник провела медитацию в полной темноте. Иногда она что-то говорила, но мы оставались в своей тишине и в темноте. Никогда в жизни я не испытывала тотальной тишины, тотальной темноты. Я открывала глаза, и ничего не было видно, абсолютно ничего. Полная пустота, пространство вне времени. Времени нет, есть только здесь и сейчас, и ты сам. Ты можешь увидеть, наконец, свою правду. Это была сильная медитация в этом сакральном месте, куда приходили майя, куда приходили древние люди, чтобы найти свою правду, ответить на свои вопросы. Это древнейшая традиция, ей очень много-много веков. Вот в этом сильнейшем месте я закрыла глаза, погрузилась в медитацию и просила землю: пожалуйста, скажи мне мой путь, подскажи. И я нашла ответы на свои вопросы. Это было очень громко, это было очень четко. Я хочу с вами поделиться своими открытиями, поделиться своими инсайтами. Возможно, они вас вдохновят. Первый инсайт был такой: Матушка Земля всегда позаботится о тебе, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. Все, что происходит в твоей жизни, происходит только во благо. Земля не пытается сделать так, чтобы тебе было плохо. У нее нет такой задачи. Ты дитя. Дитя всего этого. Ты часть этого. Ты часть этого мироздания. Ты все и ничего. Но ты всегда под защитой Матери Земли. Доверься жизни.
Сдайся ей. Наконец-то ей сдайся. Иди в свой страх. Там ты найдешь свою силу. Иди туда. Не бойся, я всегда рядом с тобой. Я поддержу тебя. Знай, что ты под моей защитой. Первый шаг всегда самый трудный. Доверься пространству, и оно подхватит тебя. И со временем ты поймешь, и тебе станет комфортно. Ты поймешь, что все не так страшно, как тебе казалось. Это было просто то, что ты еще не знал. Но со временем тебе даже понравится. Тебе понравится темнота. Ты найдешь там то, что искал. В Синодах было удивительно то природное явление, которое мне довелось увидеть, как из-под земли деревья, корни деревьев прорастают в сеноты. Сеноты каменные. И какая сила природы, сила деревьев, сила единения, что все живое, деревья живые, камни живые, все идет своим чередом. Да, медленно, возможно, ты даже этого не замечаешь, но все движется, все течет. И такой инсайт: вода, камень точит. Это на самом деле я увидела своими глазами. Деревья, великие деревья произрастают прямо в воду. Они произрастают через камни. Их корни велики. И в сенотах это возможно увидеть. Возможно увидеть это чудо природы, которое есть там, и ты видишь. Ты можешь понять это через себя, что да, возможно, мне нужно просто сделать шаг. И делать его, и делать, и делать. Каждый шаг важен. Ежедневное твое действие поможет тебе достичь своей цели. Еще такой инсайт, что мы здесь не для того, чтобы страдать. Мы здесь для счастья, для созидания, для созерцания. Главное, для счастья. С темнотой можно подружиться. Ее можно понять и полюбить. Полюбить свою темную сторону, взять оттуда свою силу, стать сильнее, стать ярче, стать самим собой, принять свою темноту. При любой опасности, при любом страхе нужно всегда опираться на свой внутренний стержень, на свой внутренний свет, который есть в каждом из нас. Каждый день мы делаем шаг к этому, к осознанию своей внутренней силы, к осознанию своему внутреннему свету. Не бойся ошибиться, действуй. Действуй сердцем, действуй своей внутренней правдой. Будь честен с собой. Ты найдешь то, что давно искал. Ты сильнее, чем кажешься. Ты способна на большее. Поверь. Поверь в себя. Это был удивительный опыт. Это был красивейший опыт. Увидеть в полной темноте свою правду. Я искренне вам желаю почувствовать это, увидеть, закрыть глаза, почувствовать, что да, теперь я чувствую, я такой один, я уникальное существо, я уникальный, я клеточка в этой огромной вселенной. Я здесь не просто так.
Во второй части нашего мистического путешествия мы отправились смотреть сеноты, которые находились также на ранчо нашего проводника, уже на открытом пространстве. И, конечно, там не было ни души. В этих сенотах также можно было поплавать, насладиться водой еще. Those are connected. And look at the bottom. I love this time of the day. This is my favorite. This is so beautiful. Thank you. Welcome. So this is the cenote. A cenote. That one too? Yeah. Maybe you can see it's not that far. You see there's light in the Like a... You have scuba diving lessons too? Oh, cool. It's intense to scuba diving as cenote. Because when we were inside you can tell scuba diving inside. It's just cave everywhere. А вот в таком состоянии я уже вышла с подземных сенот. Мы провели там около 3 часов. Представляете, 3 часа в тотальной тишине и темноте. Наш проводник оказалась очень щедрой девушкой, которая одаривала нас множеством сюрпризов. Это были вкуснейшие фрукты, выращенные также на ранчо их семьи. We got some bananas, some mangoes. Tangerine, how do you say it in English? Mandarin orange? Mandarin? Yeah. Mandarin. And this is copal. I'm gonna turn some copal. This is an incense. Mm. And these are our cups for drinking something. Okay. Okay? You wanna try the coconut? Yeah. Yeah? Have you ever had a real coconut? Mm-hmm. Oh, wait, we did in Dominican Republic. Who wants to try it? Yeah, I am. Like this? Mm-hmm. I like. Very tasty. Thank you. It's the first coconut water what I really like. Mm-hmm. Потом наш проводник провела практику очищения, загадывания желания и очищения себя, своего голоса, всего ненужного, что накопилось в теле, все, что тебя тревожит, все заберет дым. I'm gonna put it like this so you can take a picture. When you take some of this copal, they believe you can put your intention in the smoke, in the fire. Any desire, any hopes, any dreams, anything you want to ask the fire. Any wish? Any wish, any desire, and then this desire, this intention is gonna be taken through the smoke to the higher spirit, and then the higher spirit is gonna make it real. It's gonna approach you to that desire or that dream. Okay. So you can use it to cleanse maybe
the thoughts, you know, bring some of that smoke to your thoughts to purify them, to make them more positive, more healing. You can bring it to your mouth, to use your voice in a powerful way that heals, to speak only the truth. Maybe to your throat, so you can clear any fears that doesn't allow you to own your voice, to use it. Your heart, so you can clear space, open space. So you open your heart for others. Your stomach, maybe. Let me take this. To your stomach, you can take it also to cleanse your gut, the emotions that are sometimes held there. Anywhere in your body you feel that you need some cleansing to do, some healing to do. Ready? Okay. Хочу пожелать вам всем смелости. Смелости идти туда, где страшно. Делать то, что вы еще не делали. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я вас целую, обнимаю и целую. Встретимся с вами в новых видео.